Всем привет! Рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я хочу предложить еще один вязаный шнурок. Вязать я буду 5-миллиметровым шнуром карамель от пряжи Центр, и крючок у меня для этих целей тоже 5 миллиметров. Для наглядности в этом видео я собираюсь вязать шнур в 2 нити разного цвета. Его можно вязать и в один цвет. Об этом будет в конце видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сохраняйте видео к себе в подборке и делитесь им в социальных сетях. И давайте начинать вязание. Итак, беру свои 2 разные нити и 1 крючок. На этот раз у меня 2 нити и 1 крючок. Итак, беру нить одного цвета, делаю воздушную петлю, вставляю крючок в петлю предыдущего шага, вот так. Беру нить второго цвета и провязываю. Поворачиваю свое вязание. Снова вставляю крючок в петлю предыдущего шага, беру нить другого цвета и провязываю. Поворачиваю. Снова вставляю крючок в петлю предыдущего шага. Вот так. И провязываю. Опять вставляю крючок в предыдущего шага. Смотрите, у меня розовая петля на крючке, и в розовую петлю мне нужно вставить крючок. Подхватываю уже нитку другого цвета, повожу ее и поворачиваюсь. Опять вставляю крючок в петлю предыдущего шага. Одна петля на крючке, в петлю такого же цвета предыдущего шага. Подхватываю контрастную нитку, провязываю в розовую петлю и подхватываю и провязываю. Смотрите, поворачиваться в этом шнуре нужно всегда в одном направлении. Как вы начали крутить в ту сторону, так и крутите. Хотя на самом деле он получается очень красивым, если его крутить. Вот я сейчас кручу все время против часовой стрелки получается. Хотя все в природе относительно, смотря с какой стороны посмотреть. Но если я его буду крутить вот так туда-сюда, он тоже получится. И получится тоже такой же узор абсолютно же. Просто будет одна сторона чуть с более широкими косичками, а на другой стороне косички будут чуть более узкими. Поэтому, мне кажется, самый красивый вариант, когда вы крутите шнур всегда в одну сторону. Сейчас я вяжу его в 2 нити, и можно наблюдать, как у меня одна половина жгута шнура становится розовой, а другая половина этого жгута и шнура становится коричневой. Ой, серый. Я решила, что это будет цвет серый. Хотя на самом деле не знаю, какой это цвет. Поворачиваю, провязываю, поворачиваю, провязываю. Ну и естественно этот шнур, этот жгут можно делать в 1 цвет. Я предварительно делаю в 2 цвета, чтобы показать вам именно наглядность этого вязания, в то, что он может сделаться в 2 цвета. И соответственно, чтобы лучше, контрастнее было видно место вкалывания крючка. Такой получается шнурочек в 2 цвета. Смотрите, он практически сейчас не хочет тянуться. Так, чуть-чуть пружинит. Для ручки подойдет отлично. Возможно, еще для каких-то других целей этот жгут тоже можно применить. Теперь в 1 цвет. Если вы будете вязать его в 1 цвет, я его в принципе и придумала, когда вязала в 1 цвет, то нужно просто начать от середины клубка. То есть нужно от вашего клубка будет отмотать какой-то клубочек. И получится то же самое, что вы вяжете с 2 клубков, просто эти 2 клубка у вас соединены. Итак, беру снова жгут, делаю воздушную петлю, 1, вставляю крючок в петлю предыдущего шага и подхватываю нить от другого клубка. И снова делаю
соединительную или воздушную петлю. Поворачиваюсь, вставляю опять нить в петлю предыдущего шага и снова теперь беру нить другую от другого клубка. Здесь их главное не путать, то будет некрасиво. Снова делаю соединительную петлю. Поворачиваюсь, снова беру, снова вставляю крючок в нить в петлю предыдущего шага и беру снова нить от другого клубка. Поворачиваюсь. Все точно так же, как и в 2 нити. Главное крутиться в одну сторону. И поворачиваюсь. Очень легкий шнур, и мне кажется, очень эффектный, очень красивый получается. Получается такая коса, двусторонняя на этот раз. Кстати, у меня есть целый плейлист с различными ручками из шнура, из трикотажной пряжи, с ручками, со жгутами, вязаными крючком, плетеными, поэтому заглядывайте в этот плейлист, там тоже очень много всего интересного. Ссылку я вам оставлю вот здесь по подсказке, либо внизу будет в инфобоксе. Ну и вяжу так на нужную мне длину. При этом нити мои, конечно, будут скручиваться, потому что я все время поворачиваю. И периодически нити нужно будет распутывать в вязании. И посмотрите, какая красота получилась у меня. Одна сторона. И вторая сторона точно такая же. И вот такие вот у него краешки. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить ему лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. Пока-пока!